Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний бесплатный вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Дуйко. Я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы задаете онлайн, а также на вопросы, которые вы задали в моей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ в Facebook. Итак, я вижу ваши вопросы и вижу ваши фотографии, которые вы отправляете. Не торопитесь, всему свое время. Итак. Ольга Васильева, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, будет следующий год лучше, легче этого? Да, следующий год, несмотря на все предсказания большого количества людей, которые говорят, что следующий год будет плохим, на самом деле будет годом хорошим, он будет посвящен и бизнесу, наладятся отношения России и Украины, наладятся отношения и улучшится материальное благосостояние в Российской Федерации, улучшится экономическое состояние Белоруссии и Украины. В общем, следующий год будет хороший, такой оттепель и теплое, хорошее отношение. Начнут заканчиваться вот эти вспышки, которые связаны с вирусами. Одним словом, будет лучше. Евгений Игнатович, возник вопрос. Скажите, пожалуйста, когда человек находится в состоянии благости, какого цвета энергия образовывается вокруг него и как она движется от человека к нему? Обычно человек, который хороший, его люди начинают обозначать определенными словами. Они говорят: надо же, какой хороший человек, золотой человек. Так вот, когда вокруг человека появляется энергия благости, вокруг него появляется свечение золотое. Именно поэтому очень часто мы можем увидеть вот такие нимбы вокруг голов людей, которые перешли в ранг святых людей, которые часто изображаются на иконах. Появляются вокруг людей сияющие нимбы золотого цвета. Люди становятся или достигают высокого духовного состояния, становятся золотыми, благостными. Если человек не участвовал онлайн в последнем заседании РТЕ, ему можно высвечивать? Можно. Какая высшая цель для души? Каким способом можно достигнуть этой цели? Давайте с самого начала. Дело в том, что кто такой человек на самом деле? Человек на самом деле это душа, которая находится в чехле, которая называется человеческим телом. И какая самая наивысшая цель? Она очень буквальна. Она буквально и находится на поверхности. Каждый человек имеет право выбирать на протяжении своего дня, страдать его душе или радоваться. Таким образом, в случае, если человек живет по принципу не нравится, не нравится, не нравится, не нравится, то душа его страдает. В случае, если человек живет и ему нравится, 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 душа его радуется. Таким образом, человек выбирает, чтобы душа развивалась, чтобы душа становилась духовной или высокодуховной. И это возможно в случае, если человеку нравится. Нравится очень изменяет жизнь человеку. Таким образом, в случае, если вы хотите, чтобы ваша душа достигла цели духовного просветления, духовного роста, делайте так, чтобы ваш выбор нравится было больше, чем выбор не нравится. Подскажите, стоит ли мне искать новую работу? Конечно, стоит. Подскажите, чего не хватает моей эзотерической машине, чтобы поехала? Или она едет, а недовольна ее скоростью? Может, подскажете, в каком направлении двигаться, какой семинар можно практиковать, ученица школы? Правда, еще бесплатных ступеней. Ну вот и практикуйте бесплатные первые ступени, этого достаточно, чтобы двигаться. Дело в том, что эзотерика не является элементом, который необходимо отрабатывать и в котором необходимо двигаться, и это точно не является машиной. Эзотерика — это способ самопознания, когда человек начинает познавать себя, свой характер, свою душу, когда, используя инструменты, он становится конкурентоспособным в этом мире, достигая высших материальных достатков или высших материальных благ, достигая состояния здоровья и использует при этом данные методики или данные несложные методы. Какой лучший способ жизни в этом мире? Мир всегда предоставляет человеку выбор, поэтому
Лучший способ жизни в этом мире — это способ, при котором человек часто повторяет слова «мне нравится, мне нравится». У него есть второй способ жить по принципу «мне не нравится, мне не нравится». Очень часто человек имеет возможность общения, книжного общения, интернет-общения с какими-нибудь, возможно, людьми, которые призывают к коммуникации или к духовному росту. Это пасторы или, возможно, духовные сподвижники, которые дают надежду и которые говорят человеку, что живите так, чтобы была семья, живите так, чтобы было больше любви. А что это обозначает? Условно это можно обозначить так: живите так, чтобы вам нравилась ваша жизнь. Но очень часто информация может не контролироваться и вливается в огромном количестве в виде возмущений, в виде такой политической информационной какой-либо информации, где не говорят о том, кто будет нести ответственность и почему это происходит, а говорят или ищут, обвиняют кого-либо. Человек надеется на что-то, при этом информацию получает негативную. Такая информация в большом количестве входит в него, заставляя его душу страдать. Такой человек просыпается и, сам этого не понимая, начинает говорить: мне не нравится тот человек, который рядом, мне не нравится, что я вот так живу, мне не нравится, как я выгляжу, мне не нравится еще что-либо. Его душа начинает страдать, начинает сжиматься, появляется заболевание. И это, в общем-то, наш добровольный выбор. А вы знаете, что если человек для себя выбирает путь нравится и каждое утро и на протяжении дня использует это как основную, такую простую, наверное, медитацию, то его жизнь очень быстро полностью меняется. Она меняется категорически. Разве может не нравиться то, что человек проснулся? Но ведь есть множество людей, которые, просыпаясь, встают уже с плохим настроением. Человек говорит: но мне не нравится, как я себя чувствую утром. Ну хорошо, тебе не нравится, как ты себя чувствуешь утром, тогда тебе бы понравилось, если бы ты чувствовал себя хуже. Ну не понравилось бы, ну тогда радуйся минимуму, который есть сейчас. Ты не умер, это хорошо. Всегда можно оттолкнуться от чего-либо, оттолкнуться от того, что имеешь. Это самый простой способ для того, чтобы радоваться жизни. И возможность оттолкнуться от того, что нравится, это замечательная такая возможность полностью изменить свою жизнь. Нравится, что рядом кто-то находится теплый, нравится, что есть где жить, нравится, что вечером есть что кушать, нравится, что вечер закончен и вы дожили до этого. Так вот, когда человек говорит «мне нравится», то второй фактор, который может ему помочь, это надежда и вера на то, что завтра будет лучше. Поэтому, когда человек живет и говорит «мне нравится», как обычно живет человек: мне не нравится, кто рядом, мне не нравится, что ем, мне не нравится, где я, мне не нравится, кто я, мне не нравится, какой я, мне не нравится, куда я еду, мне не нравится, с кем я работаю, мне не нравится, кто вокруг меня, мне не нравятся мои дети, мне не нравится доход, мне не нравится, кто рядом, мне не нравится телевизор или там что показывают, мне не нравится обратно там, мне не нравятся там поступки, мне не нравится характер. Ну и человек становится таким своего рода букой. Ну а как нужно жить? Мне нравится, что я проснулся, мне нравится, что я встал, мне нравится, что я живу, мне нравится, что я ем. Возможно, вкус нехороший, но я это смог купить, я еще один день проживу. Мне нравится, что рядом кто-то, мне нравится, что этот человек жив, мне нравится, что есть дети, мне нравится, да, он там с Бадуна, но он же мой. Мне нравится, что я еду на работу, мне нравится, что меня кто-то везет, мне нравится, что у меня есть возможность, чтобы доехать, мне нравится, что я отработал, мне нравится, что мне заплатят. Мне нравится, что я смотрел, мне нравится, где я сидел, мне нравится, какая погода на улице, мне нравится, что я приехал домой. И надежда, она заключается в том, что человек говорит: мне нравился этот сегодняшний день, завтра будет лучше. Я верю, что скоро будет лучше. Будет лучше немножко, чем сегодня. И на следующий день человек встает и говорит: надо же. И вот это и является основной задачей человека. Выбрать для себя путь, при котором жизнь будет больше нравиться, чем не нравится. А машина, чтобы поехала, ну так там многократно мной сказано: делайте все для того, чтобы вам жизнь нравилась. Это и будет вашим бензином, который поможет вам исполнить ваши мечты. Вика Полторакова, здравствуйте. Читаю мантры, все стало намного лучше, за что огромное спасибо. Пожалуйста. Но есть проблема с работой, за что не берусь, ничего не получается. Одним словом, не везет.
Что со мной не так? Помогите разобраться. Очень часто человек становится человеком рассеянным. Чем больше человек сосредотачивается, тем легче у него что-либо получается. Здесь вот два таких фактора есть. Почему мы рассеянные? И второе, почему у нас что-либо не получается? У нас обычно не получается что-либо, потому что мы вдруг начинаем думать, что мы должны быть мгновенно специалистами. Допустим, я никогда не изучал английский язык, но вдруг для себя придумал, что я хочу его изучить. И покупаю книги, сажусь и вдруг сталкиваюсь с тем, что изучить его за 3 дня я не могу. И я начинаю, у меня есть выбор, я начинаю себя обвинять. Надо же, я тупой, почему у меня ничего не получается? Все уже выучили. Но нужно здесь задать себе вопрос, они выучили за 1 день или за большое количество времени? За большое количество времени. Так вот, чем отличается человек, у которого получается, и человек, у которого не получается? Не получается у того, кто не старается и кто долго этого не делает. Почему я это говорю? Когда-то я учился играть на разных музыкальных инструментах, на баяне, на трубе. И когда меня привели первый раз на баян или обучаться баяну, то баян был огромный, мне было 8 лет. И мне поставили его на колени, я не видел этих кнопок, и учитель такой, у меня попался хороший учитель и трубы, и баяна. И вот мой учитель, он мне сказал, не нужно бояться этот инструмент. Сначала не получится, потом получится. Ты главное делай, как я тебе буду показывать. Для меня это было поддержкой. И я начал пробовать играть. Со мной вместе пошли обучаться еще 10 мальчиков, моих друзей. Все они через 1 месяц поуходили. Почему? И когда я услышал, как моя мама разговаривала с одной из мам таких мальчиков, которая сказала, у него просто не получается, то моя сказала, а у моего получается. Почему у меня получалось? Потому что я одно и то же делал многократно, создавая рефлекс. И так в жизни моей было всегда. Не получается, потому что вы мало этим занимаетесь. Вот прямо с завтрашнего дня я решил, допустим, изучать HTML и программирование. Я начинаю подходить к этому, потому что узнаю, что данная работа, она востребована, я хочу стать там кем-то, тем-то. После чего я скачиваю книгу, и там много ссылок на информацию, которую я не знаю. То есть, если вот это, то нужно вот это. И у меня 2 пути: начать подробно изучать все, что мне непонятно. Так вот, это займет у меня большое количество времени, потому что непонятную информацию мне нужно будет изучать. Все непонятные слова нужно будет многократно изучать. И сделать это одним махом невозможно. Именно поэтому, когда люди говорят, у меня ничего не получается, то это скорее всего связано с тем, что вы мало знаете об этом и очень мало этим занимаетесь. И вы рассеяны. И не постоянны в этом. Для того, чтобы стать даже блогером, человеку необходимо обучаться на протяжении нескольких месяцев. Для того, чтобы книгу написать или статью, необходимо много статей написать и из них выбрать лучшую. И это все не может получиться с первого раза. Так уж жизнь устроена. Даже дети 9 месяцев начинают ходить и идут по чуть-чуть. Что делает нас вот такими несдержанными? Мы очень часто хотим покорить очень большую волну, при этом ставим такие задачи для себя, не понимая, что все начинается с предельно малого. И для того, чтобы выучить язык, необходимо много месяцев. Для того, чтобы начать программировать, необходимо много месяцев подготовки. Это все сложно. А многие в школе там пропускали занятия. Многие не, там, человек хочет стать химиком, он не обучался химии в школе и пропускал занятия. Или человек говорит, я ничего не могу понять в органической химии. Ну, нужно было учить органическую химию в 9-10 классе. Или там человек говорит, у меня не получается, я бы хотел стать конструктором, надо было обучаться и знать, что такое сопромат, физику изучать в школе и так далее. Но это же так само собой разумеется. Ну и второй момент, это в большинстве своем человек устроен по принципу центрального восприятия. И
и периферического восприятия. Сначала информация попадает в периферический отдел и после этого переходит в основной отдел. При этом в периферическом она должна многократно повториться. И для того, чтобы информация повторялась, она должна занимать наше внимание не больше 30 секунд. То есть как изучать слова? Вы выбираете слово и перевод. И повторяете это слово там, ну какое-нибудь там «Meiner Meinung nach». И после этого произносите «по моему мнению», «Meiner Meinung nach», «по моему мнению». И делайте это 30 секунд подряд. После этого отвлекаетесь и повторяете это вновь и вновь. Делайте так 5-6 циклов. Тогда вы такое словосочетание 100% повторив на следующий день запомните. Как это устроено? До 3 минут до 30 секунд или до 3 минут мы можем запоминать определенную информацию. Потом 40 секунд до 1 минуты должны отдыхать. Как мы засоряем свои мозги? Вот представьте себе стол, на столе много еды, и вы начинаете есть. Вместе с едой красивые тарелки, начинаете поглощать гвозди, едите битую посуду или съедаете красивую пластмассовую тарелку. И после этого вам становится очень плохо, человек даже может умереть. Так вот, когда человек входит в ТикТок или начинает парсить по Инстаграму, или начинает видеть короткие видео, или начинает все время воздействовать на вот эту периферическую систему нашего запоминания. И у него происходит засорение внимания и засорение мозга. И это засорение мозга может привести к тому, что мозг отомрет. То есть появится на этом фоне невротическое состояние, неврозы, беспокойство, бессонница. Почему? Ну это то же самое, что есть вместе с едой посуду. Вам же эта информация не нужна, вы об этом не задумывались, тогда зачем вы ее поглотили? Но вы думаете, что вы не поглощаете ее, и очень напрасно. Дело в том, что люди, которые смотрят и получают информацию совершенно разной, вот такой вот стихийной трансляции, допустим, там какие-нибудь видео, которые между собой бессвязны, о том, как кто-то живет, о том, что что-то где-то происходит и так далее, то такая информация, она может отравлять мозг и превращать мозг в калеку. Человек становится несосредоточенным, у него изменяется память, у него появляются тики нервные, он перевозбужден, центральная нервная деятельность, когда она уходит, как бы переистощается, то она переходит в периферическую нервную деятельность, и у вас начинается там губы грызете, ногой дергаете, глазами, тики появляются. Это говорит о том, что центральная нервная система угнетена, и ваше состояние перешло в периферическую нервную систему. Это говорит о том, что вы находитесь в бедственном состоянии. Поэтому нужно концентрироваться, выбирать информацию только та, которая вам необходима, та, которая вам подходит, и более серьезно к этому относиться. Тогда вот таких вопросов о том, почему ничего не получается, потому что не можете что-то запомнить или обучаться, не будут возникать. Также, почему ничего не получается, и тут такой вопрос, конкретно о чем вы говорите. Если о предпринимательской деятельности, то вы находитесь в мире, где находится 2 миллиарда человек, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Скажите, быть конкурентным в этой среде сложно? Ну да. А кто победит? Более быстрый, более умный, более образованный. А человек говорит, у меня ничего не получается. Ну а почему? Вы считаете, что нахрапом вы сразу будете там много зарабатывать, вы будете лучше всех? Это все длительная тренировка. Это по-другому называется работа над собой. А чтобы все получалось, нужно сразу в президенты. Виктор Малгарзата Обребска. Здравствуйте. Посоветуйте, какой мне купить метасоник? 5. Катерина Исакова. Уточните, на запястье левой руки или правой носить косичку из красных ниток от гипертонии. С разными людьми почему-то по-разному работает. Раньше я говорил, носите на правой, а потом мне человек звонит и говорит, Андрей Андреевич, я начал носить на правой, начала подниматься, а дело на левую, начало снижаться. Я начал советовать, носите на левой. У меня человек звонит и говорит, надо же, я начал носить на левой, начала подниматься. Переодела на правую, начала опускаться. Поэтому выбор за вами. Попробуйте поэкспериментировать. Но то, что косичка, сделанная из 1, 2, 3 ниточек, помогает гарантированно. Каким образом?
ну где-то устраняет 10 единиц. Допустим, давление в норме это 120-130 на 80, 70-80 или 80-90. Если у вас давление поднимается 160, а норма 130, вам необходимо сделать 3 ниточки. То есть каждая ниточка это условно будет 10 единиц тонометра. И такую ниточку между собой свяжите, оденьте, поносите на правом запястье, не получится, поносите на левом запястье. Какие я рекомендую травы? Очень хорошие есть растения в наших аптеках. Это настойки пиона, настойки боярышника, настойки боярышника и настойки пиона. Можно их смешать между собой и использовать по чайной ложке 3 раза в день. Корвалол мне нравится. Если человек испытывает состояние вот таких стрессов, если он дергается руками, ногами и в общем-то беспокойный, я рекомендую использовать на ночь 30-50 капель корвалола на стакан воды. Спится хорошо, высыпается лучше, утром хорошее настроение, всем советую. Использую ли я корвалол? Нет, я и так хорошо сплю. Почему? Мне нравится, с кем я просыпаюсь, нравится, что происходит, нравится, где я живу, нравится, что происходит на улице. Я живу по принципу «мне мир нравится». Вот так. Надежда Корбут. Подскажите, пожалуйста, скоро день Святого Николая. Что лучше сделать в этот день, чтобы было везение, благополучие? А наше везение и благополучие начинается с нашей семьи. Я когда-то говорил эти слова, скажу их еще раз. Куда течет любовь, туда течет и счастье, и деньги. Но что значит течь любовь? Но любовь должна течь в вашу сторону. Но может ли человек заставить кого-либо, чтобы любовь текла в его сторону? Никак. Именно поэтому человек должен что-то делать для других людей, чтобы они излучали в вашу сторону любовь. Но если мужчина говорит, у меня не хватает денег, там бла-бла-бла, то значит его никто не любит. Почему никто не любит? Потому что он утром проснулся, вредничает, в обед вредничает, жену постоянно угнетает и так далее. А что нужно сделать? Хвалите. Или же второй вариант, хвалите сами себя. Говорите, ты молодец, ты такая хорошая, такая молодец, такая хорошая, такая молодец. Тогда ваша любовь течет к вам, в вашу сторону появится, начнет течь деньги. Очень часто люди говорят, у меня не получается. Вот смотрите, у меня не получается, это значит вы сжались. Смотрите, когда человек должен кого-то оттолкнуть, он сжимается? Конечно. Сжимается, это значит оттолкнуть. А когда кого-то обнять хочет, что он делает? Он расставляет руки и говорит, иди, я тебя обниму. Так вот, когда человек боится, он сжимается. А когда ему нравится, он расширяется. Вот человек говорит, сейчас я проверю, сколько у меня там дохода. И сжался. Неправильно, в этот момент нужно наоборот расшириться, и в этот момент нужно чувствовать, что вам нравится этот бизнес. Так вот все устроено. Сколько же я заработаю? Сжались. Все, сжались, вы отталкиваете свои... У меня ничего не получается, сжались. Нет, у меня ничего не получается, и расширили внутреннее состояние. Пусть получается. Это вот важные такие элементы самокоррекции, которые могут помочь человеку полностью исправить свою жизнь. Что делать на День Святого Николая? Объедините всех людей между собой. Спеките для каждого какой-нибудь там подарок, тортик, булочку. Сделайте булочки с капустой, с мясом. Испеките хлеб там из гречки. Сделайте фигурки какие-нибудь. Если есть возможности, сделайте или купите что-нибудь, маленькие подарки для близких. Отправьте, может быть, открытки. Признайтесь в любви, я обычно это делаю, трезвый. Я сажу всех за стол и говорю каждому, вы мне так нравитесь, вы такие хорошие, такие молодцы. Вот постоянно хвалю дочерей, сыновей, жену хвалю, говорю, ты такая молодец. Я каждый вечер, кстати, хвалю. Когда спать ложимся, я все время говорю, ты такая молодец, у тебя так все получается. Ты такая красивая, мне так нравится с тобой жить, я очень тебя люблю. Вот это как молитва. Почему? Я знаю, что если в мою сторону течет любовь, то тогда в мою сторону текут и деньги. А похвалить человека или сказать человеку доброе слово ничего не стоит.
но зато взамен ты получишь огромные потоки и флюиды теплых отношений, бесконечной любви. Поэтому обнимайте близких, целуйте близких, прикасайтесь к близким, пойте им дифирамбы о любви, делайте что-то для них, в вашу сторону будет течь любовь, благополучие и счастье. У меня несколько вопросов. Будут ли еще аудиокниги? Что нужно приготовить к новогоднему вебинару? И буду ли я работать в следующем году, где сейчас работаю? В следующем году вы не будете работать, где вы работаете. Будут ли еще аудиокниги? Это связано с тем, насколько эта аудиокнига будет удачной. Если наберется 1 миллион просмотров, я выложу вторую книгу. Дело в том, что создание такой аудиокниги обошлось в очень приличную сумму. Порядка 10 тысяч долларов. И вот так создать большое количество этих книг мне просто не по карману. Но, естественно, данная книга, кстати, не монетизируется. Ну и это бизнес такой в одну сторону. Ради чего это сделано, для чего? Ну, мне хотелось сделать подарок людям. Вот таким образом я его оплатил. Я зарабатываю гораздо меньше на том, что эти видео выкладываются на моем канале в YouTube. Поэтому... Не знаю я, пусть время пройдет, и я выложу обязательно другие книги. У меня несколько... приготовить к предновогоднему вебинару. Ничего не приготовить, себя приготовить. Предновогодний вебинар будет интересным. Хочу сказать, что в следующем году очень хорошо праздновать так, чтобы на вас было где-нибудь либо розовая одежда, либо зеленая. Зеленый шарфик или зеленый там изумруд, или розовая футболка, или еще что-либо. Розовая и зеленая. Алла Смирнова, скажите, пожалуйста, моя мама отказалась от врачей, обследований и прочей ерунды. Вот нужно здесь остановиться, и я вам скажу, я не считаю, что врачи и обследования это ерунда. Как она считает? Ну да. А мне так тяжело, зная, что она скоро уйдет. Как я могу ей помочь? Хожу, покупаю еду, это само собой, а как еще? Вы ей должны сказать, что человек, скажите, мама, то, что ты не хочешь, это твое дело. Но я буду бороться за тебя, пока бьется мое сердце. И бороться до последнего момента. То есть говорить, мама, да, ты мне нужна. То есть, если ты не нужна себе, то мне нужна, и я буду бороться за твою жизнь, бороться за тебя, и мы будем делать все для того, чтобы продлить твою жизнь и сделать твою жизнь комфортной. Поэтому, что бы ей ни сказали врачи, что бы она ни считала для себя, создавайте для себя миссию максимальной поддержки ее. Обратитесь к врачам. В случае, если врачи говорят, что нужно то-то, то-то, делайте это. Дело в том, что это все на вашей совести. Если она сама не хочет, а она вам нужна, делайте все для того, чтобы прожила она как можно дольше, как можно комфортнее, как можно больше счастья создавая. Вот так. Дело в том, что даже если ей плохо и она болеет неизлечимым заболеванием, то вы должны знать, что неизлечимые заболевания, они обычно сопровождаются тяжелейшими осложнениями, тяжелейшей болью и так далее. И это может быть по-другому. С использованием методов, которые дают врачи, с использованием систем, технологий. И это все, кстати, на совести их детей. Обычно родители считают, что да, зачем моей дочери или сыну и так плохо. Нет. Это на вашей совести, поэтому всегда нужно до последнего момента бороться за своих близких, за жизнь своих детей, за свою жизнь. Это наши условия жизни. Быть бойцом, бороться, и искать, найти и не сдаваться. Диана Назарова, здравствуйте. Здрасте. Вероника Винокурова. Сейчас учусь на 4-м курсе медуниверситета. Не могу определиться, какое направление выбрать после окончания. Самое лучшее это неврология. Самое лучшее. Хоть и это и сложно, но вообще есть 2 направления, которые мне очень нравятся. Это неврология, но она более сложная. Ну и офтальмология, отоларингология, отоларинголог. И вообще отоларинголог это самая лучшая профессия. Лучше уже просто не бывает. Заглядываешь в носики и в ушки, и все несложно, и всегда будете
всегда будет у вас много пациентов, потому что люди постоянно болеют отитами. И всегда болеют гайморитами. И это очень несложная специальность. Вот, отоларинголог, вам специальность. Очень хорошая будет. Сандра Роса. Я с радостью по возможности практикую учения. Вот уже год, как у меня не получаются дела финансовые или не присылают заказные товары. Деньги не возвращают. Никогда раньше такого не было. Должна уже быть удача и везение после практик, но как-то наоборот. Может, вы нам дадите совет? Сказал раньше, выбирайте для себя путь не сжатия, а расширения. Расширяйте себя, расширяйте, и нравится бизнес, и хвалите себя, говорите, вот я молодец, молодец. Берите четкие, каждый день утром читайте, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец. А потом, почему я молодец? Неважно, я все равно молодец, молодец, молодец. Если вы хотите, чтобы очень много людей у вас покупало, ставьте себе задачу похвалить как можно больше людей. Говорите, вы молодцы. Их молодцы, что есть. И молодцы, что такое видео сделали. И молодцы. И вот молодцы. Не спасибо, а пишите. Вот молодец, вот хороший, вот чудо. И это все. И не сжимайтесь. Чем больше сжатия у человека, тем меньше он дает для себя или создает для себя возможностей. Не бойтесь. Не бойтесь делать бизнес, не бойтесь, что не отдают, не бойтесь. Все плохое отпускайте, всему хорошему радуйтесь. Это и есть золотые такие прекрасные слова, которые 100% изменят вашу судьбу. И ваши отношения, и ваши доходы. У меня черная полоса длится уже 5 лет. Когда она закончится? Когда закончится у вас черная полоса? Она закончится у вас в 2023 году в январе. О. Ольга Рудая, добрый вечер. На марафоне 6 вы говорили о вашем магните, которому подключите постепенно всех учеников, что сначала учеников 7 ступени, а потом остальных. В комментариях вижу, что участники РТЕ пишут о магниты. Поняла, что они тоже уже подключены. А остальные ученики могут надеяться в ближайшем будущем быть подключенными? Да. Заходите в ИРТЕ, становитесь участниками. Присутствуйте на следующем заседании РТЕ на следующей неделе, и я вас подключу к магниту онлайн. Вика Мурар. Уважаемый дорогой учитель, ваши советы и рекомендации помогают мне и моей семье. Только вот сын не верил в эзотерику. Сейчас он получил артрит, бедный. Вроде, но еще не уточнили, но лечат его левое колено от артрита, не помогает, продолжает болеть. Когда поднимается по лестницам, не может идти на работу, поскольку там стоит на ногах целый день. Можете ли нам посоветовать, как ему вылечиться? Буду очень рада. Обматывайте зеленой тряпкой ему ногу на ночь. Второе. Обязательно начните давать ему, мой препарат называется Артрозин, Артридикс и Инстамакс. По 2 таблетки 3-4 раза в день. Смазывайте мазью Габана. Она буквально за 1-2 минуты будет убирать боль, и за 2-3 дня боль исчезнет. Ирина Пландина. Я начала изготавливать игрушки ручной работы. Будут ли они продаваться? Будут продаваться. Почему я до сих пор верю, что человек вернется и выполнит обещание, хотя скорее всего обманул? Почему вы верите? Потому что вы хороший человек. А обманул ли вас человек? Да. Вернется ли он? Да. Юлия Швидерская. Очень хочу открыть ресторан, скорее всего, в 2022. Имею достаточно хорошее предложение. Скажите, стоит ли рискнуть? Не стоит. Не стоит рискнуть. У вас партнерство не заладится и будет нехорошо. Тамара Халимончик. Я очень рада. Продаем свой дом. Скажите, когда мы его продадим? И переедет назад, где жили раньше? Не переедете. Дом продадите на следующий год? Продадите. Валентина Матиенко. Мы с сыном проходили обряд убирания зла. У меня нормально. У сына, похоже, точно все пошло хуже, чем было. Ответьте, пожалуйста. Наладится? Да, наладится. Можете не сомневаться. Наладится к маю месяца следующего года. Леся Деровец. Когда-то вы говорили, что очень хорошо дарить ребенку в день рождения 11 лет золотую гладкую монетку в виде пластины. Напомните, берете пластину, дарите ребенку, носит на себе
лично еще хорошо, золотой кубик, чтобы носил, тогда будет очень везучим. Валентина, еще, если вы не хотите, чтобы вас в жизни обманывал кто-то, и все говорили правду, возьмите шарик, сделанный из янтаря, проденьте в него 2 ниточки и носите на своей шее. Если носить на своей шее 2 ниточки, просунутые или продетые в одну дырочку янтаря, и носить на себе на протяжении нескольких месяцев, то люди, которые вас не любят, скажут об этом, люди, которые вас обманули, скажут об этом, и все начнут говорить правду. Шарик из смолы на шее, из любой, но желательно окаменевшей, поможет вам справиться с этим. Обряд данный, он народный. Раньше носили кусочек сосновой живицы. Считается, что если человек носит кусочек сосновой живицы в ладанке или в таком мешочке, то это заставляет всех окружающих говорить ему правду. Но живица это смола, а янтарь это окаменевшая смола. Поэтому янтарь и красивее, и благороднее, и в общем-то не пахнет. Наталья Стребова. Ищу работу, будьте добры, в каком направлении искать работу? Я продавец, кассир. Хорошо вам заниматься складским бизнесом. Подскажи, 52 СНГ действует еще? Действует. Ирина, здравствуйте, обряд от зла в записи работает? Нет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, как можно помочь унять боль? Брат очень болеет уже полгода, почти не встает с постели, хрипит. Кашель не дает спать, ноги отекли, от госпитализации отказываются, от боли теряет сознание на несколько секунд. А когда приходит в себя, бредит. Можно ли ему помочь или уже нет? Купайте его в теплой воде. Купайте его в теплой воде и желательно в воду добавляйте соду или соль. Это очень облегчает страдания, только не в горячей, а в теплой. Ложите его прямо, переносите, чтобы он в водичке был. Это очень облегчит его страдания. Вода убирает вот такие стрессы. Вообще, если все уже идет в одну сторону, то вода облегчит и уход, и общее состояние. Можно купать с ромашкой. Также давайте успокоительные препараты, карвалол, барбовал. Договоритесь с назначениями врачей, чтобы давали сильные обезболивающие и сильные успокоительные. Нина Вильчинская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Слышала, что полезно замораживать воду для питья и пить ее после заморозки. Якобы так обнуляется информация, которая накапливает вода. Вы понимаете, данный мир, он еще не готов к информации, которая могла бы быть, наверное, полезной, которая могла бы быть вообще известна этому миру. Дело в том, что наш мир, он крутится вокруг уже доказанных теорий. Данные доказанные теории, они для этого мира стопроцентные. Именно поэтому, когда появляются люди, которые думают наперед, такие как в свое время Леонардо да Винчи, над которым все смеялись, когда он нарисовал или изобрел и разместил рисунки, которые были похожи на вертолеты, на летающие корабли, на быстроходные телеги и так далее. То есть это было прообразом автомобилей, прообразом вертолетов. То все, скорее всего, над ним издевались, смеялись и говорили, какая глупость, так не может быть. Почему не может быть? Потому что на то время не было знаний, и весь мир он упирался в идеи тех знаний, которые были. Так вот сейчас есть люди, которые смеются над тем, что Дуйко изобрел шумы, которые лечат там вирусы и так далее. И этот мир прав, потому что мир не готов, к сожалению, к получению новых знаний, новых идей. И этот мир сейчас, он упирается, да, он прав, объяснить это с этой позиции невозможно. Основоположником, наверное, основоположником вот такой структурированной воды, и первый, кто о памяти воды начал говорить, был Ганиман. Это знаменитый гомеопат, который говорил о том, что в воде там появляется там что-то, и там действующие вещества, и вода, когда определили под микроскопом, что действующих веществ нет никаких в гомеопатических препаратах, то он сказал, что это скорее всего связано с тем, что есть память в воде. И вот Ганиман был тем человеком, кто впервые ввел такую теорию, как память воды. Также был еще Жак Бенвенист, который тоже говорил о том, что структурированная вода, она там изменяет форму и так далее.
И было после этого, он даже получил Шнобелевскую премию, это как бы насмешка над людьми, которые доказывают антинаучные идеи. Я, наверное, буду тоже человеком, который получит Шнобелевскую премию за свои шумы. Доказывают идеи, которых нет, и которые доказать с позиции нынешней, наверное, системы науки и мировоззрений невозможно. Но поверьте мне, придет время, оно скорее всего придет не быстро, но как в свое время Леонардо да Винчи, который изобрел вот такие визуальные образы геликоптеров, и они потом появились со временем, эти геликоптеры, спустя много лет, скорее всего появится время, когда то, что было создано и Ганиманом, и Жаком Бенвенистом, будет скорее всего изучено, скорее всего появится оборудование, которое докажет, что это действительно могло и место этому могло быть и так далее. Сейчас же в этом периоде времени говорить о том, что вода есть структурированная и ей можно пользоваться, является фактически компрометацией меня. То есть если я начну говорить, что да, структурированная вода есть и так далее, то сразу же найдутся физики, найдутся люди, которые занимаются наукой, которые скажут, что да ты неуч, это полная чепуха, это ересь, это чушь. Этого не может быть, доказательства. Вот работы научные, доказанные, там бла-бла-бла, теми-то, теми-то, теми-то. Идти же наперекор научному миру, это моветон, то есть плохой вкус. Поэтому я считаю, что да, структурированная вода бывает. Почему? Ну потому что если заморозить воду и выпить, то тогда желудок работает лучше. И желчь отходит лучше. Это фактически доказывает, что вот такая вода может спровоцировать быстрое хождение в туалет, потому что желчь выделяется, появляется дополнительная активность кишечника. Точно так же, как и теплая вода или горячая вода, она тоже может влиять. И здесь, скорее всего, не тема воды на первом месте, а, наверное, скорее всего, тема реакции организма на теплую воду или замороженную воду или оттаившую воду. Я знаю, что у меня были знакомые такие, которые брали, замораживали воду, а потом из этой воды делали маленькую сосулечку, и эту сосулечку ей обрабатывали геморроидальные узлы. Да-да, геморроидальные узлы. И потом женщина сказала мне, я читала книгу какого-то там деятеля, нестандартного, ненаучную книгу, и он сказал, что если обрабатывать именно замороженной водой, то тогда это может улучшить общее состояние. Я когда-то рассказал об этом своему знакомому медицинскому работнику, он, конечно же, посмеялся и сказал, что это, скорее всего, связано с тем, что когда человек обрабатывает холодной водой, то происходит вазоконстрикция, то есть происходит сужение сосудов, и это на фоне там геморроидального, геморрагического там разрыва или там геморрагического геморроя с геморроидальным узлом может убрать это воспаление, убрать из воспаления вот эти активные ткани воспалительные и так далее. Но это чисто типа реакция организма на охлаждение. Я говорю, ну и что? Ну, говорит, ну а сама по себе. Я говорю, ну если сосульку всунуть, не помогает. А если заморозить и всунуть, помогает. Он говорит, ну объяснение этому невозможно дать. Ну, вот так. Но в целом я за научный мир. Валентина Крепко. На каком-то семинаре вы сказали, что не надо покупать дом, когда он под заставой. А я его выкупила и купила. Как же теперь поступать? Ни бизнес у сына не идет, и дом пустой стоит. Ну, а я при чем? Ну, а я при чем? Надо сделать обряд. Сделать обряд такой. Взять конфеты, купить дорогие шоколадные и сказать, перед тем, как вы их раздадите, сказать, это мой откуп за долги, и раздать эти конфеты всем знакомым. Или накормить кого-нибудь этими конфетами, печеньками, не знаю, чем-либо еще. Откупиться. Ольга Болотова, спасибо вам за знания. Поможет ли мне откуп от долгов рода со второй ступени? Да.
Если уже встречаю третьего мужчину, обладающего силой, и он с каждым разом все сильнее хочет подчинить, управлять мною, отводит от меня других мужчин, последний раз как будто стер мне все чувства, радость, желание, делает гадости. Я хочу вам дать совет. Жизнь, она дает право выбора. Поэтому если вы начинаете встречаться с мужчиной, который вас подавляет, и вы уже сейчас страдаете, то сделайте шаг назад. Не нужно доверять такому человеку. Дело в том, что обычно так себя ведут люди, которые страдают синдромом, наверное, садиста. Он может быть латентный такой садист. А вы страдаете, возможно, синдромом, женевским синдромом, таким чуть-чуть мазохизмом. Но дело в том, что вы будете всю жизнь страдать, он будет всю жизнь издеваться. Не разрешайте этому появиться на свет. Поэтому, что бы он вам ни наговаривал, как бы он вам там ни рассказывал, всегда вы имеете право сделать шаг назад и не начинать быть активными. Что такое сила? По моему мнению, сильные люди — это люди, которым не дают второго шанса. То есть, что такое быть сильным человеком? Вот, допустим, рассмотрим семью, мужчина и женщина живут вместе. Ну и возьмем мужчину, который дома может запросто взять сбереженные деньги, потратить эти деньги на алкоголь, а дома жену послать. Скажите, этот человек сильный? Конечно. Он преодолел предубеждения, ему все равно на то, что скажет его жена. Он это сделал. Сильный человек. Как должна поступить при этом жена? Она не должна с ним жить. Почему? Потому что сильным людям нельзя давать второй шанс. Но люди же так устроены, они говорят, надо дать второй шанс. Потому что он говорит, дай мне второй шанс. Нет, ты же настолько сильный, что все это перечеркнул. Семью перечеркнул, отношения, все перечеркнул. И теперь хочешь второй шанс. Сильным людям второй шанс нельзя давать. Потому что сильные люди будут это делать всегда. Им на всех наплевать. А слабый человек — это тот человек, который боится взять, который последнее боится взять. Это тот, который верный, тот, который рядом находится, тот, которому плохо, но он все равно будет слушать. Вот вы говорите, он сильный и он там подавляет. Если сильный, то не давайте ему шанса жить с собой. Но и опять-таки, я здесь нарушаю свою идею. Одна из моих идей заключается вот в чем. Мужчина и женщина, они должны сами сделать выбор. Я не имею права вам давать возможность разойтись там или сойтись и так далее. Я за любую семью, даже если она в извращенном виде создается. Я за любую семью. Стер чувства, вы уже страдаете. Зачем оно вам нужно? Ерзат Карашева. Также с супругой прошли обряды Будды Манджушри. 20 уровней зла. Проходим СНГ 58. Месяц активно делаю практики. Ставлю защиту. Читаю мантру Ганапати. Буду под манетры Садхану благополучия Шанкара 23. Читаю коды из обновленной ступени. С утра на все чтения посвящаю 2 часа. Хотел спросить, можно ли все это читать и практиковать? Можно. Или необходимо что-то исключить? Жизнь так устроена, что когда человек читает мантры денег, когда человек работает эзотерически и энергетически, то он должен знать, что что-то должно заставить его шевелиться. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы хотите, чтобы мантры срабатывали, то сколько читаете мантры, столько же занимайтесь физическими упражнениями. Так мантры срабатывают в 100 раз быстрее. Допустим, вы 2 часа читали мантры, 2 часа на орбитреке, или 2 часа приседайте, или 2 часа отжимайтесь. То есть должны быть какие-то конкретные физические усилия. Тогда срабатывание мантр будет в 1000 раз эффективнее. Это связано вот с чем. Допустим, я человек, который привык зарабатывать тем, что я физически тружусь. Я разгружаю ящики. Но я решил закончить это все. Взял мантры денег, манипхадры. И теперь я каждый день 200 раз читаю мантру манипхадры. У меня на это уходит 2 часа. Но кармически я еще не изменился. И мне для того, чтобы деньги пришли в мою жизнь, необходимо, чтобы я 2 часа потел, или 5 часов потел, или физически трудился. По-другому у меня не получается. Как бы карма навязала мне физическую работу. А когда я дома читаю, то нет физической работы. Физическая работа, она может быть связана с эмоциональной работой.
Поэтому, когда человек кричит или переживает, он тоже может быть вспотевать и так далее. Ну и вот что происходит. Вы почитали 2 часа сегодня мантру, 2 часа завтра, и в течение месяца. И тут у вас в семье сумасшедший скандал. Все начинают орать, беситься, нервничать. Вы говорите, да что ж такое, и денег не пришло. А денег не пришло, потому что вам нужно как-то потратить энергию, которую вы накопили. То есть ваше физическое тело, оно должно было отплясать, а оно не отплясало. Поэтому если вы читаете и не хотите, чтобы были скандалы, то читайте 1 час и час приседайте или бегите. Тогда у вас будет больше шансов. Тогда вот деньги придут уже сами по себе откуда-нибудь. А если у каждой религии есть свои эгрегоры, и у народов Индии есть свой эгрегор, то люди почему не могут обращаться к Богу напрямую, без этих эгрегоров? Вам поможет прохождение 7-й ступени. Все вопросы, которые вы задаете до 7-й ступени, становятся понятными, когда вы пройдете 7-ю ступень. И вот эти вопросы вы задавать не будете. Поверьте мне, информация, которую я даю на 7-й ступени, я ее сейчас не имею права вам сказать. Поэтому вы задаете вопрос, на который вы получите ответ, но пока вы еще, извините за эти слова, не выросли для того, чтобы это знать. Гилиади, здравствуйте, можно узнать, когда я примерно встречу достойного мужчину? Ну а я при чем? Анжелина Желман. Можно ли после окончания 3-й ступени новой перейти обратно на 1-ю, чтобы повторить? Можно. Или продолжить 4-ю, которую привела? Лучше 4-ю. Скажите, повысят ли мне зарплату в скором времени? Нет. Да что ж такое? У меня вопрос, если я прошла 4 урока с 1-й обновленной, то я могу высвечивать людей? Нет. Закончить нужно. В одном из вебинаров вы сказали, что нельзя, чтобы большие часы были в гостиной. Нужно остановить. Потому что люди состарятся в этом доме. Остановил. Но уже в другом вебинаре сказали, что нельзя держать остановленные часы в доме, нужно завести. Я запутался, Андрей Андреевич. Если вы во время того, когда вы кушаете, видите часы, то это плохо. Также часы в спальне это плохо. Во всех остальных местах хорошо. Если у вас, допустим, часы находятся и вы сидите спиной к часам, нельзя, чтобы часы стояли на кухне, и нельзя, чтобы часы стояли в спальне. Если они у вас находятся на кухне и в спальне, остановите их. В случае, если часы находятся в любом другом месте, то нужно их завести, чтобы они шли. Бой часов — это как бой колоколов. Обычно очищает пространство, громкие звуки мешают духам образовываться. Поэтому, если кто-то обижается, то звон вот таких часов может помочь вот эти обиды из дома вывести. Сейчас сложное время, у многих депрессия. Подскажите, пожалуйста, какие практики проходить в нынешнее время, чтобы снимать стресс? Вот этих практик их очень много. Самая простая — это практика, когда у вас стресс появляется. Вот как вообще себя вести? Мужчина на вас орет, вы не знаете, что с этим делать, или кто-то к вам плохо относится, вы не знаете, как с этим справиться. Представляйте себя таким человеком, который сзади спины которого находится космос открытый. Второй вариант. Представляйте себя, будто вы имеете свечение, как солнце. И первое и второе поможет вам справляться с негативным воздействием. Третье. Если вас мучает совесть, если вас мучает раздражение, если вы обиделись, попробуйте сосредоточиться на внутреннем состоянии, которое у вас возникает, как бы отражение смущения вашего тела. И в тех местах, где есть сжатие, попробуйте это сжатие расширить. Метод фольги, который я давал на 1-й старой ступени, ну и обновленной. И второй вариант, выбросьте это. Представьте, будто вы обводите место, которое создает у вас состояние неприятное, выбрасываете из себя как медузу, а тот пар, который остался, равномерно распределяйте по всему своему телу. Это метод из бесплатной 1-й ступени. Проходите. Скажите, хочу в интернет-магазине продавать детские товары. Получится? Да. Получится зарабатывать? Получится, да. Екатерина, 1,5 месяца назад
закончила 4-ю ступень, выполняю практики. Изменения в жизни колоссальные. Приобрела 5-ю, можно уже изучать, да. Вера Макарова, скажите, я прошла семинар обучения целительству, но никак не могу даже начитать коды на коврик. Времени нет у вас, я понял. Я вообще никого лечить не буду, ничего страшного не будет, нет. Я ученица школы, прошла 2 бесплатные, 1 платную. Марафон по здоровью помогло и денежный марафон. Но, видимо, псиэнергии не хватает, времени тоже. Нет, у вас всего хватает, у вас времени нет. Почему? Жизнь бьет ключом, вы зарабатываете деньги. Все нормально. Не надо переживать вообще. Помните, на 1-й ступени я говорил, самая важная мантра нашей школы это не заморачиваться. И 2-я мантра это я ни при чем. Вот. Наталья Чухарева. Прохожу 2-ю ступень, скажите, сколько... Ой, куда убежала? Прохожу 2-ю ступень, скажите, сколько нужно читать коды для вкладок и сколько читать мантры для практики? 2 месяцев достаточно. Вкладки можете делать несколько месяцев, это очень изменит судьбу. Итак, Ирина, Андрей Андреевич, сын 34, говорит о том, что ему так интересно во сне, и он хочет выйти из матрицы, то есть из этого мира. Там ему лучше. Он провел СНГ-66 и от зла. Я его вымаливаю. Спасибо. Положите ему под кровать чашечку, перевернутую вверх ногами. И у него вот это состояние изменится. Также молодой организм обычно отдыхает. Человек на протяжении дня испытывает неврозы, стресс, нагрузки. Во время сна происходит отдых. И у человека смещается референтный индекс осознанности. И он думает, что во сне ему лучше. Если поставить чашечку вот так, развернутую вверх тормашками, то все изменится. Ему перестанет нравиться нахождение во сне. Вообще я могу сказать, что ничего в этом страшного нет. Не нужно заморачиваться. Обычно это надоедает рано или поздно. Ну и ни к чему плохому, в общем-то, не приводит. И Ремис ответил. На 14-летие приготовила внучке скрещенную ваджу на подарок. Есть но. Она сейчас носит крестик. Можно одновременно носить и ваджу, и крестик, не наврежуя ей своим подарком. Нет. По моему мнению, крестик это не только символ распятого и воскресшего Бога, Иисуса Христа, который воскрес для того, чтобы спасти мир. То есть мир желал друг другу страданий. Люди убивали друг друга, ненавидели друг друга. Иисус Христос, который воскрес и который пошел на крест, он забрал эти страдания. То есть он сказал, я своей болью отдаю или выплачиваю выкуп за всех людей, которые хотят боли. Вот получите мою боль. Таким образом дал шанс человечеству жить уже без страданий. Это мое мнение. Эзотерические и метафизические любой символ креста это плюс. Именно поэтому, когда мы видим плюс, то это фактически крест. Сложно со мной спорить. А скажите, когда мы рисуем плюс, то какие у нас появляются умозаключения и какие ассоциации при этом возникают? Плюс это добавить. Поэтому, когда человек носит на себя любое изображение любого плюса, то таким образом он добавляет, что от жизни просит. Так человек, носящий крест, может сказать, пусть в моей жизни добавится материальное благополучие. Крест добавит. Креститься нужно не говорить спаси. Креститься нужно и говорить, пусть добавится, вы ж кресты рисуете, пусть добавится. Галина Зубкова, я Галина. И с вами иду по жизни 3-й год. Помогите в такой ситуации, моя дочь Татьяна. Мама 5 детей, младше 67 лет. Есть такая информация, что ее видят до 48. Что скрывается за этим и как это обойдет? Я хочу вам сказать, уважаемая Галина Зубкова, что вам не нужно ходить по гадалкам. Дело в том, что это обычная манипуляция гадалок. У меня была подружка, она была в Харькове, ее зовут Неля. И она знаменитая гадалка, прямо в самом центре на Сумской гадает. А я ее знал, потому что в свое время познакомился с ее мужем, которого звали Неля и Ихтиандр. Да, его звали Ихтиандр.
нет, нет. Кто по пальмам там в американских фильмах прыгал в джунглях? Неважно. Кто? Тарзан. А, Нелли и Тарзан, точно. Вот его звали не Ихтиандр, а Тарзан. Они были очень знаменитыми в свое время, пластинки выпустили, были исполнителями песен в Ромене. Это был цыганский театр. И, конечно же, когда прошло время, она решила, что она гадалка и будет гадать на картах. А карты не врут там и так далее. Ну и я как-то, мы были друзья. Я знал ее мужа, ее дочь. И со временем знал и внутреннее состояние, и положение их семьи, не самое лучшее на самом деле. И однажды, сейчас я насколько знаю, ее дочь, она сама переболела 2 раза, у нее был инсульт такой обширный с парезом одной из сторон тела. Сейчас, насколько я знаю, ну не знаю, я принимает она или нет там. И вот однажды я присутствовал во время того, когда она гадала, и она говорит человеку: у тебя 100% что-то произойдет с твоим ребенком. Сколько ему сейчас лет? 45. Вот в 49 что-то произойдет. Зачем она это говорит? Она это говорит не потому, что она видит. Она это говорит для того, чтобы этот человек воспользовался теперь ее возможностями. И она говорит: если ты хочешь, я могу там на картах, или могу провести обряд, могу там молитву отчитать, в церковь вместо него сходить и так далее. То есть задачу какую-нибудь ставит. Заплатит ли человек в случае, если что-то угрожает его близкому человеку? Конечно, и заплатит немалые деньги. Это манипуляции. В большинстве своем это манипуляции. В целом ничего такого не произойдет. Но дальше еще интереснее. Человек говорит: хорошо, и потом дождался этого момента, когда ничего не произошло, допустим, и хочет предъявить претензии той женщине, которая говорит такие слова. И она приходит к этой женщине и говорит: а вот с моей дочерью или сыном ничего не произошло. Ей уже 50, а не 49, и все хорошо. Она говорит: да, теперь ты должна выплатить мне сумму $1000. Ведь это же я помогла сделать все для того, чтобы не произошло такой беды. Я отмолила, теперь ты моя должница, должна мне заплатить. А вот сейчас я бы хотел у вас спросить, уважаемые друзья, нас сегодня здесь много, около 1000 человек. Ну, больше на самом деле. Скажите мне, вот напишите прямо сейчас в чат duiko.guru, вебинарная комната, где вы находитесь. А у кого была такая история в жизни, и вам говорили, что вы доживете и не доживете, и что вам нужно там то-то, то-то, или с вашими детьми что-то произойдет. И вы увидите, как нас много. Я говорил когда-то на ступенях: хотите жить счастливо, хотите, чтобы в жизни было все хорошо, не ходите к гадалкам, так будет лучше. Спасибо за практики Сангая. И 4-ю ступень, и мантры. Дочь уже 2-ю сессию сдает на одни 5, просто удивительно. Пожалуйста, когда мой бизнес с растениями пойдет в гору, или стоит заниматься чем-то еще? Аж до сентября ждите, в сентябре будет получаться. Также вам пойдет заниматься складским бизнесом, и ресторанным бизнесом, и международным бизнесом. Девика, подскажите, как избавиться каждый месяц от эмоциональных качелей, корвалол, который связан с женским циклом. Прогестерон сдавайте, и скорее всего у вас это связано с низким прогестероном. Сдайте анализы гормональные, посмотрите гормональную панель, что же там с вами происходит. Ну и в случае чего попейте. Может ли человеку или там женщине помочь употребление каких-либо витаминов? Да, первое, увеличьте количество дневного сна и вечернего сна. Второе, не ешьте сладкого. Третье, начните принимать мой препарат Климактерикс и женское здоровье, Менстронорм. Как избавить своего ребенка от страха пауков? Спасибо вам. Представьте, будто страх пауков — это женщина, которую любит ваш ребенок. И наругайте эту женщину, которую любит ваш ребенок, и дистанционно скажите: люби меня, я твоя мама, а ты брысь отсюда. И мысленно прогоните ее шваброй или чем-нибудь веником за пределы вашего дома. Таким образом ребенок перестанет бояться. Вся эта система, она очень упрощена. В целом это настоящий тибетский обряд.
но высказанный мной вот в таком простом виде. Цыганка на меня всегда идут, я их не ищу, они меня находят. Видимо, лицо у вас доброе. Получится у меня открыть интернет-магазин, да? Очень понравилось, спасибо. Внутреннее вдохновение. Ой, как много. У меня есть конный завод, говорила, что есть машина. Ни того, ни другого не было. Ложь. Психологи хорошие. Видите? Могли бы подсказать, можно ли убрать плоскостопие ребенку 13 лет? Заранее благодарю. Необходимо, плоскостопие можно убрать таким нетрадиционным способом. Необходимо центр живота обмотать широкой лентой ребенку, так чтобы он 1-2 часа носил. То есть вот так живот торчит и посередине широкой лентой обматывается. На чуть-чуть сжимая его живот, как бы смещаем. И 1-2 часа в течение дня ребенок должен носить такую широкую эластичную ленту или бинт. Потом снимать. За это время ребенок похудеет, а время это 3 месяца, похудеет и у него исчезнет плоскостопие. Все это время нужно устранить употребление в большом количестве мясной пищи и обязательно убрать сладость. Какой код и мантру мне читать? Вы о чем, Василий Николаевич? Ученица 1-2 ступени. Работаю в ремонте одежды. Люблю шить. Хочу открыть свой ремонт одежды. Стоит мне это делать? Продолжать работать на хозяйку. В случае, если вы откроете свое, будет у вас крах. Не время пока. Если на хозяйку, пока продолжайте работать. Стоит ли заниматься сетевым бизнесом мне? Стоит заниматься, сможете заработать. Немного, но это все равно лучше, чем вообще ничего не делать. Стоит ли моему сыну возвратиться из Берлина в Украину или все же работать? Стараться перевести сюда семью, эксплуатация растет. Стоит вернуться в Украину. Дальше. Какой лучший способ жизни в этом мире? Итак, первое. Мир всегда предоставляет человеку выбор. Жить так, чтобы ощутить радость, и жить, чтобы ощутить страдания. Типа жить по принципу нравится и не нравится. Научитесь говорить себе, мне нравится, и жизнь в вашей жизни изменится. Второе. Почему возникают болезни? Добро расширяет состояние ощущения в человеке, а зло приводит к внутреннему сжатию. Осознанно контролируйте расширение, это осознанно метод борьбы с заболеваниями. Как не позволить негативной ситуации влиять на вас? Необходимо принятие негативной ситуации, соглашаться с ними, не бороться. Если жизнь, значит жизнь, и Бог дал такую ситуацию. И только приняв и согласившись, человек может осознать урок. Поэтому если мужчина начинает орать, ты там какашка, говорите, да, я согласна, я какашка, больше не буду. Это же не значит, что ты должен злиться. И вот таким образом произойдет принятие и перейдете на новый уровень. До момента, пока вы боретесь, вы не принимаете урок, который дает вам Бог, и это будет бесконечно. Кто человек на самом деле? Это душа, запечатанная в телесную оболочку. Если в душе радость, которая возникла от чувств, то жизнь становится хорошей. Это сегодняшние наши теги сегодняшнего нашего вебинара. Я думаю, что вебинар получился интересным. Будьте здоровы. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками Святого Николая. В Украине почему-то данный праздник празднуют, а после чего празднуют и Новый год. Это такой семейный праздник. Я знаю, что во многих странах даже об этом не слышали. Тем не менее, уважая традиции, я бы хотел объявить сегодня акцию. Это акция на все препараты компании «Тибетская формула», а также на все видеосеминары, которые я когда-либо создавал, которые вы можете приобрести на моих официальных сайтах duyko.guru и aduyko.com со скидкой 20%. В случае, если данный вебинар вам понравился и вам есть что сказать, можете прокомментировать данный вебинар. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. Вместе мы сможем сделать этот мир лучше. Никогда не забывайте слова «С Дуйко жить легко». Проходите первую бесплатную ступень школы Кайлас. Она есть на моем официальном канале Андрей Дуйко официальный. Это может вам помочь ответить на те вопросы, на которые я сегодня не успел ответить. Также сделать вашу жизнь другой. Я желаю всем здоровья, счастья. Уважаемые друзья, с праздниками вас!
Пусть в вашу сторону течет любовь, расширяйте свое сознание, расширяйте свою душу